Итак, дорогие друзья, бритье. И сразу же с самого начала хотел бы по традиции уже первые 3 минуты посвятить именно гигиене. За это время я успел познакомиться с обалденным, замечательным, прекрасным, просто бомба мылом от Светланы Деко. Это мыло с чередой и зеленым чаем. Парни, это мыло необычайное во всех отношениях. Запах, структура, качество, работа. Моет точно так же до скрипа. И волосы шелковистые, они вот просто проваливаются сквозь пальцы. Пена после этого мыла точно так же в ней запутаться легко и просто. Но оно каким-то чудом еще и легкое какое-то. Легкое и плюс вот такое ощущение, что из пыльцы сделано. И плюс вот эти вот соты какие-то. Оно... Парни, как оно пахнет? Я вот не знаю, видно, не видно, мурашки, волосы дыбом. Это что-то там такое есть, что торкает. Светлана, это бомба. Это вот тебе молодец. Спасибо тебе огромное. Отличное, шикарное мыло. Шампунь крапивный, твердый для волос. Ребята, запах чудесный, но не, вот допустим не такой, как здесь, он по-своему хорош, но внешний вид и структура пены и то, как обходится с вашей головой, мне очень понравилось. Вот, девчонки, вы просто молодцы. Это крапива от Ольги Швец, замечательное, хорошее мыло. И еще от Ольги Швец Бельди Лавр благородный. Ребята, я его не использовал как мягкое мыло, я его использовал как маску, как скраб. То есть я его брал, наносил на лицо, 2-3-4 минуты ждал, а потом просто брал и смывал. Ребят, вот по запаху это на самом деле лавр. Но когда наносишь его на лицо, естественно, нанес, так размазал, такое ощущение, что он начинает вот себя сразу тянуть вот прям вот я чувствую, как он от меня вот это вот все дерьмо отрывает. Честно сказать, вначале был ошарашен, удивлен, но не ожидал такого эффекта. Знаете, когда что-то наносишь на лицо, оно стягивает, ты это чувствуешь, а здесь не стягивает, здесь наоборот вытягивает. И я рад, что я попробовал такую штуку. Оленька, огромное тебе спасибо, это замечательная, хорошая вещь. Это что было. Теперь что будет? От Ольги Швец на это вот до следующего бритья постараюсь попробовать твердый шампунь бар. Обязательно вам расскажу. И плюс Ольга Швец чрезвычайно удивила, когда прислала вот этот вот белый, очаровательный, прям вот такой замануха, прям кусочек хочется откусить. Парни, это оказалось хозяйственное мыло. Довшискега, то есть использовать для уборки дома, для мытья посуды и стирки, как обычно, надевать перчатки. Зачем перчатки, не знаю, но вот подсуну любимой и посмотрю, что она скажет. Мыло прям, если не очень дорогое, я бы лучше таким хозяйством пользовался, чем, например, теми кусками, которые у нас продаются. Я ничего не имею против государственного, нет. Но вот все-таки, согласитесь, разница есть между этим и тем. Ну а теперь, собственно, бритье. Что у нас сегодня будет? У нас сегодня будет прям очень много интересного. Сегодня у нас будет гидрофильное масло от мыловарочки, от Инны из Тюмени. Оно пойдет в качестве пришейва. В качестве автошейва у нас будет Мерсол из... И даже так не ожидал. Вот это талант у Мерсола. Мерсол от Мамена, от Giffen Care. Попробуем обязательно. Мыло. Ребят, сегодня будет опять сандал, и объясню почему. В прошлый раз, когда мы с вами с ним работали, я его вбивал в чаши, и все-таки оно мне несколько не зашло. Не чувствовал я вот того удовлетворения, которое вот хотелось бы чувствовать от работы с мылом для бритья. Когда после обзора поговорил с умными людьми, которые в бритье поболее моего будут, и тоже в этом не тоже, а даже лучше моего разбираются, они так говорят: Вадим, ну ты че? Это же, говорит, это же доктор Харрис.
Ну, Диар, Харрис. Я говорю, ну таки что-то, говорит, ты что, говорит, все нормальные люди знают, что доктора Харриса надо сбивать прямо на лице. Берешь помазок, грудишь его до залипания, а потом уже вперед и в путь, и с песней, будет тебе счастье. Насколько правы эти товарищи, мы сегодня с вами вместе проверим. Возможно, я действительно к этому мылу не нашел подход и делал так, как не нужно было делать, а нужно было делать по-другому. Мы с вами сегодня это проверим. И да-да-да-да-да-да. Сегодня у нас... нет, еще. И да-да-да-да-да-да. Сегодня у нас будет фиброчка, дорожный помазок от Мюлли, любезно предоставленный нам компанией «Опасная бритва РФ». Я думаю, что для такой работы, как ему сегодня предстоит с мылом, он подойдет в самый раз. Несмотря на то, что это фибра, костячок-то у нее есть. Я вот думаю, что вот сегодня она на лице, она хорошо сработает. И, наконец-то, гвоздь сезона – это голова Магарт V3A, предоставленная Кириллом, моим подписчикам, за что ему огромное спасибо. Вот так выглядит все в сборе, все вместе. Белорусский бамбук, ручка из нержавеющей стали и голова Маграт V3A. Если бы это был один станок родной, можно было бы сказать, что он трехсоставной. Одна часть это ручка, и вторая часть. Лезвие центрируется хорошо. Каких-то особых проблем я не испытал. Ляля, свали, пожалуйста. Давайте сейчас я еще с лезвием поставлю. Пира Platinum Lux. Обратите внимание, какая печать. Никаких смазок, ничего нет. Просто четко, все ясно и понятно. Вот на этом лезвии мы и будем сегодня бриться. Солодка, дай мне ручку, пожалуйста. Вон она под тарелкой. Угу, спасибо. Вылет лезвия ровный. Большое расстояние между нижней плитой. Явственно видно, что верхняя плита изгибает лезвие при помощи вот этих вот упоров, которые здесь есть. В общем и целом выглядит вот так. Но не просто голова Магарт V3A, а плюс еще и ручка. Вот такая вот интересная, которая сделана нашими белорусскими братьями, сапалатниками. Бамбук, белорусский бамбук. Вот сегодня мы это попробуем. Все это, естественно, вы посмотрите отдельно, более крупным планом. Ну что ж, вперед. Сейчас я все подготовлю и будем бриться. Один из моих подписчиков спросил, говорит: Вадим, а ты что, твердое мыло не замачиваешь? Ребят, замачиваю. Если его не замачивать, то мало чего от него добьешься.
Это фибру можно не замачивать. Ну все. Вылили. Давайте попробуем поработать. Не всю воду вытряс. Хорошо, как пеной пошло, смотрите. Но нам надо его загрузить. Жидкость выбили, сейчас просто... Нет, еще нет. Как я вам и говорил в прошлый раз, уже не прокручивается головка. Она закрепилась за чашку. Чашка чрезвычайно удобная. Ну, вот сейчас вот как бы другой помазок, и уже чувствуется запах. Сногсшибающего ничего нет, не ждите, тут его не будет. Такой легкий парфюмерный запах. Гидрофильное масло я уже нанес. Прям не терпится проверить. Пока Андрей прав. Вот в таком порядке мыло ведет себя совершенно иначе. Сейчас я его чувствую. Лезвие рапира. Как я и планировал, все новые станки будут идти вначале на рапире платину. Мыло ведет себя совершенно по-другому. Вот так оно должно было вести себя в принципе. Ну, если чуть-чуть смочить, дайте-ка его дозагружу еще. Да, Андрей был прав, именно вот так с этим мылом и надо было работать. Оно не дает обильной пены на лице, но оно дает обильный слой, обильную маску. Вот сейчас я его на лице ощущаю как не в виде пены, а в виде как крема. То есть, знаете, как вот раз так вот и покрыли, как будто мне лицо покрасили. Парни, станок ведет себя так, что я даже не знаю, с чем его сравнить. Ну, сейчас я уже добреюсь и поговорим об этом. Век живи, век учись. На своем опыте убедился, что, оказывается, есть мыло, которое лучше на лицо сразу наносить, чем сбивать в скатле, в чаше или где-то еще. Вот. Сейчас я когда веду станком, я прям чувствую, что скольжение, прям вот там что-то есть, которое вот находится между станком и кожей. В прошлый раз вот
оно то появлялось, то пропадало, то появлялось, пропадало. Я не мог понять, в чем проблема. Все, парни, просто замечательно, just perfect. Не ожидал, потому что по той информации, что я о станке прочел до этого, отзывы такие разноречивые были, но удивлен. Так, сейчас я быстренько себя в порядок приведу, и мы с вами продолжим. Да. И что ж, Versal от Giffen Care. Мне этот автошрифт начинает нравиться не только по своей фактуре, но еще своей скупой пробкой. Не дает слишком много выплескивать, и это хорошо. Парни, спиртовый, я не могу просто так описать аромат. Но он торкает. Это знаете что? Да ядрит Мадрид, ничего себе. Это что-то... Женщин нет. Мужики, вот как пахнет мулатка? Вот объясните. Вот не объяснишь, но ты это чувствуешь. И вот здесь вот то же самое. Что-то такое. Здесь есть и от трав, здесь есть и от специй, и здесь есть то ли корни валерьяны, то ли, я не знаю, какой-то вот такой конгломерат, и в то же самое эта свежесть освежает. Пленки не оставляет, но у меня вот сейчас вот я чувствую теперь пленку, теперь она есть, я прямо чувствую, как он растекся. Посмотрим, вот сейчас тут поговорим, и что-то останется или нет, но успокаивает, реально успокаивает. Это не тот запах, который будет ходить с вами там полчаса, час-полтора. Я думаю, что полчаса 40 минут пройдет, и уже все. И уже можно будет забыть про него и использовать свою регулярную воду, свою туалетную воду, к которой вы привыкли. 5. Ребята, да и за звук тоже. Поехали. Давайте теперь по ступенечкам. Я бы хотел извиниться перед знаменитой компанией DR Harris за свое непонимание и недоверие к их продукции, потому что в прошлый раз, когда я сбивал пену в чаше, у меня все-таки было какое-то подозрение, что что-то не то, потому что даже станок шел, хотя да, она давала скольжение, но такое ощущение, что это было, знаете, как вот нитку рвешь, и постоянное ощущение ожидания, что сейчас эта нитка лопнет. Я все ждал, когда же он перестанет давать скольжение станку, потому что я чувствовал, что это пограничное какое-то. Сейчас об этом не было и в помине. Я чувствовал, что как вот ножом по маслу ведешь, я чувствовал, что у меня вот на коже это есть. Я не переживал
Даже не парился, не ждал ничего, я просто брился. Вот, ребята, ко всему нужно искать свой подход. Спасибо Андрею Карасеву, что он мне подсказал, что с Харрисом нужно работать именно вот так. И да, действительно, подтверждаю, вот теперь было совсем по-другому. Не надо вот эти облака пены, надо просто загружать помазок до залипания, а потом на влажном лице просто делаете свое дело, то, что вам нужно, все, больше ничего. Вот тогда оно будет работать. Респект, респект и уважение. Я понимаю, что не вправе от них этого требовать, но вот лично для меня, вот когда вот сейчас я понял, что оно бреет, что оно настоящее, лично для меня все-таки не хватает запаха. Слишком он тонкий и слишком его мало. Понимаю, англичане, традиции, то есть все 5-10, но я не англичанин, то есть вот лично для меня вот так. А целиком и полностью мыло зачет однозначно. Что касается помазка. Уже который раз благодарен опасной бритве РФ за предоставление этого помазка для работы. Это не просто помазок, это маленький шедевр. Я не знаю, что было бы, например, с фиброй, которая у них там продается там, то ли за 20, то ли за 30, то ли за 40 тысяч рублей. Вероятно, там еще что-то более хахах. Но вот этот помазок, это да. Любой, кто его возьмет, я думаю, он подтвердит мои слова, и любой, кто его возьмет, конечно же, не будет о нем жалеть. Да, он тоже не 3 копейки стоит, но, ребят, каждый раз, когда мы что-то вот берем для бритья, мы же инвестируем в самих себя любимых. Последние за него отдавать, конечно же, не стоит. Но если вы думаете о покупке помазка средней ценовой категории, который бы вам дарил радость, и вы готовы расстаться с суммой, ну, больше, чем, скажем так, ну, 50 баксов, ребят, задумайтесь. Это да, это один из вариантов. И уж точно не тот вариант, который возьмете и скажет, да нахер он мне нужен, зачем он мне за такие деньги потратил? Нет, даже минуты об этом думать не будете. Это тема, это вещь. Дальше поехали. Не совсем по порядку, но тем не менее. Гидрофильное масло от Инночки из Тюмени. Я почувствовал, что оно сработает в тот момент, когда я начал его втирать по коже. Я чувствовал, как оно входит, я чувствовал, как оно покрывает. Тот запах, который оно имеет, он к душе, он приятный. И я прям, вот когда вот последние вот эти вот штрихи делал, когда втирал, я понимал, что у меня на лице что-то есть, что это не фуфел, что это не обман, что вот там потри, будет тебе счастье. Нет. Я перед тем, как вот взять салфетку и распарить лицо, я чувствовал, что здесь уже на коже что-то есть. Это ощущение стало потихонечку пропадать после второго бритья. Я уже понимал, что что-то я там как-то уже собрал. Но тогда уже было и с пеной как бы от Харриса все в порядке. Спросите ли вы, подготовил или нет? Да, подготовил. Не знаю, сколько это стоит. Когда буду монтировать, посмотрю. Если не очень дорого, ребят, это один из вариантов пришейва. Якобы там можно и автошейвом им пользоваться, но масло в качестве автошейва не для меня. Если вы это любите, этот вариант, и, скажем так, вот алкогольные дела вам притят, то да, можете, конечно, подумать. В качестве пришейва вещь, хорошая штука. Ну и, пожалуй, основной виновник нашего обзора. За ручку от белорусов, братьев, могу сказать, что вещь надежная, вещь качественная. Хорошая. По косвенной информации, которая до меня дошла, стоимостью где-то порядка то ли 1500, то ли 2000 рублей, не знаю. Не готов говорить за такую сумму, но для меня она может быть маленечко чуть-чуть дороговата. Бамбук, да, бамбук, но лично для себя я бы все-таки хотел бы, если это возможно, конечно, накатку чуточку поинформативнее. Потому что здесь она, вот в моем понимании, настолько мелка, что бывали моменты, что я чувствовал, что что-то проскальзывает чуть-чуть. Я бы не хотел, чтобы у меня это чувство повторилось. Качество изготовления 5. Я не знаю, сколько фирменный бамбук стоит там от американцев и прочего, но вот здесь вот все сделано, конечно, не придерешься. То есть по качеству тут претензий точно нет. И, наконец, самое главное, голова Maggard V3A. Аббревиатура А здесь говорит о покрытии станка, которое вы видели на крупном плане. Что же касается без А, там просто такой стальной цвет. Что же касается самого станка, он меня удивил, готов это подтвердить, но
Качество бритья 5. Однозначно. На рапире, ну вот посмотрите, ни сучка, ни задоринки. То есть я вот как с магазина только что выпустили, хоть сейчас вот, о, все, кстати, пленка пропала. Хоть сейчас вот бегишь, любимая, обнимайся, то есть побрил, великолепно. Я не знаю, что будет, если попробовать на другом лезвии, если поставить что чуточку поагрессивнее. Я думаю, что это было бы интересно. Потом, когда-нибудь, обязательно попробуем, потому что в следующий раз уже будет другой станок. Не хочу вас, как с Латипом, одним и тем же станком мурыжить по 3-4 раза. Потом, если будет желание, попробуем на другом лезвии. Что же касается агрессивности, лично для себя я его определил как нечто среднее между R89 и HD 34. 34 HD. Я не оговорился. Я именно так хочу вам сказать, потому что я несколько не согласен с общепринятой таблицей. Я не хочу сказать, что она неправильная. Она для меня неправильная. Для кого-то другого, может быть, он и согласен, но для меня в моем случае это не так. Потому что там HD34 стоит более агрессивно, чем R89. А у меня как раз все наоборот. У меня получается по степени агрессивности HD34 и 23C, они стоят на одной позиции, чуть-чуть еще менее агрессивны. Туда можно добавить вейши и же с ним этот физер от стальной, от японцев, который вот они выпускают первый. А потом уже я бы поставил R89, а после R89 уже и 37, и 39, и 41. В таблице несколько иначе. Так вот, на мой взгляд, вот этот станок агрессивен, чем 34-й, но менее агрессивен, чем 89-й. Бреет замечательно. Кто-нибудь у меня спросил бы, голова за $80, за $18, и как тебе? Да, классно. Просто классно. Ребята, вот смотрите, вот если говорить вот конкретно за этот набор, то получается, насколько я помню, что-то в пределах $18-20 стоит голова V3. И ручка вот эта, ну переведите, тоже получается где-то $30. То есть получается $42. Ребят, я никогда не видел станка Icon 101 только на картинке. Но зато я видел физер японца, который... Вот этот первый, который чрезвычайно мягкий. К сожалению, он мне не зашел тоже. Он тоже очень мягкий. Намного мягче, чем 34-я голова. Намного. Про 89-ю я даже говорить не хочу. Там это рядом не проходил. Это чуть-чуть агрессивнее, чем вейши. Вот в моем понимании. Так тот стоит, ой-буй-ой, там то ли 100, то ли 120, то ли 140 баксов, ребят. В моем понимании ничуть не хуже. А тут, извиняюсь, говно, вопрос $42. То есть... Для новичка, да. Для продвинутого, кто любит часто бриться, кто должен часто бриться, почему бы нет? Почему бы нет? Да, попробовать можно. То есть станок must have, не знаю. То есть кто любит мягкое, не любит. Но станок заслуживает внимания однозначно. Кто его возьмет в надежде на мягкое бритье, ребят, не ошибетесь. Точно не ошибетесь. Парни, на этом разрешите с вами попрощаться. Густой вам вкусной пены. Почаще не проходить мимо хорошего, а постараться, если оно, допустим, сразу вам не зашло, зайти с тылу и посмотреть на него. Блин, а может быть сзади-то оно еще посимпатичнее, чем спереди. Ну да, рожа кривая не понравилась, а сзади зашел, ой, мама дорогая, и все, и влюбился. Не влюбился, но где-то рядом. Если в прошлый раз я ему оценку поставил 4,8, сейчас я смело ему могу ставить 5. Тут не вправе ему снижать оценку за слабый запах, потому что оно задумано так изначально. И очень много людей, которым этот запах как бы и нафиг-то и не нужен. Поэтому вот 5 однозначно хорошее мыло. Густой вам душистой пены, не проходить мимо интересного, пользоваться хорошими, адекватными вещами, которые вы можете себе позволить. Ребят, не рвите жопу, если у вас нет денег. Много таких вещей, которые в принципе стоят недорого, а по качеству могут перешибить и 100-150 $. Так что подумайте об этом. Удачи вам, всего вам хорошего. Пускай у вас всегда все будет хорошо. С вами был я, Вадим. Пока-пока. До новых встреч.